Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Обновление до версии 3.3.0 стало доступно для eFootball, но новый сезон мы так и не увидели. И по сути говорить особо-то и не о чем. Обновление вроде бы и весомое, но в то же время ни о чем. Нового контента вот прям таки сегодня мы не получили, но тем не менее есть о чем поговорить, чем я предлагаю заняться в рамках сегодняшнего ролика. Немножко расскажу, что же мы все-таки успели получить из нового обновления и что скорее всего получим уже на следующей неделе с настоящим четвертым сезоном в eFootball 2024. Ну а вы же, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы купить игры в Steam, у меня есть для вас решение. Купи-код. Это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. Библиотека игр Купи-кода полностью повторяет библиотеку Steam. Более того, на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны в нашем регионе. Раздел «Недоступны в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря Купи-коду их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. На сайте самые низкие цены на покупку игр гифтом, а по моему промокоду комиссия снижается на целых 10%. Покупка игры становится намного выгоднее, чем пополнение через Kiwi, но действие промокода, естественно, ограничено. Все просто и самое главное безопасно. Никаких паролей, только ссылка на аккаунт. А для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Переходи на Купи-код и играй во все новинки в Steam, как раньше. Как я и успел упомянуть еще в самом начале ролика, обновление получилось достаточно весомым, что касается непосредственно веса этого обновления, но как такового контента, казалось бы, мы особо и не получили. Но опять же, возвращаемся к одному из последних роликов, где мы обсуждали это предстоящее обновление и четвертый сезон. Там я говорил, что, скорее всего, сегодняшнее обновление станет предпосылкой для будущего контента, который появится в сезоне четвертом. И похоже, что мои ожидания оправдались, потому что сезон не успел обновиться, поскольку у нас все еще действуют старые паки, старые пропуски на матч, и было бы странно, если бы четвертый сезон появился из ниоткуда. А поэтому весь тот контент, который мы, скорее всего, увидим на следующей неделе, во время последующих оперативных обновлений, он, скорее всего, уже присутствует в игре, просто скрыт, и ждет своего времени, так сказать. Об этом говорит множество вещей, о которых мы еще успеем поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Что можно отметить уже сейчас, так это то, что немножко изменилась графическая составляющая игры. Казалось бы, на PS5 немножко игра визуально преобразилась, не сказать, что кардинально, но все-таки какие-то изменения таки чувствуются. Что самое главное, наконец-то обновили сетку. Теперь она выглядит более-менее живой, нежели раньше, не натянутой до предела. И сразу видно, что Konami не зря едят свой хлеб. Конечно же, большинство игроков получили обновление фейсов, но стоит отметить, что эти самые большинство это, по сути, азиатские игроки, которые представляют по большей части японские чемпионаты, чемпионат Южной Кореи и так далее. Что касаемо европейских чемпионатов, то здесь прям по минимуму. Кстати, об этом. Добавили Южнокорейскую лигу. Не знаю, говорили мы об этом в ролике или нет, скорее всего нет. Но в игре появился фейковый чемпионат Южной Кореи. То есть игроки там реальные, а команды вымышленные. То есть по аналогии с той же MLS. И прежде чем поговорить о будущем четвертом сезоне, который мы увидим, скорее всего, на следующей неделе, давайте также быстренько пробежимся по онлайн-контенту, который мы получили сегодня, а именно в четверг. Естественно, обновилась команда недели, были добавлены новые игроки команды недели с игровыми бустами, в частности буст для Габриэля из Арсенала, Феррано Торреса из Барселоны и Журковский из Специи, если я не ошибаюсь. Но, если честно, после предыдущей команды недели, сегодняшняя команда недели, ну, более скромная, скажем так, и, скорее всего, привлечет намного и намного меньше внимания. Также Konami обратили внимание на чемпионат Мексики в рамках паков Showtime, поскольку раньше мы наблюдали игроков европейских чемпионатов, азиатских чемпионатов, и теперь пришло время для представителей Северной Америки. Маловероятно, что кто-то из наших игроков будет крутить эти наборы, но для мексиканцев самое то. И как было обещано еще Гальвани, только это опять же для четвертого сезона было обещано, но немножко раньше мы получили соответствующие ивенты по Кубку Азии и соответствующее оформление в виде ТВ-оформления, рекламных щитов, ну и так далее. Что же там по четвертому сезону непосредственно? Мы все заговорили о нем, потому что обновление в преддверии нового сезона стало для нас неожиданностью, но как
оказалось по итогу, Konami действительно выкатили обновление, и только на следующей неделе нас ожидает новый сезон. Об этом свидетельствует обновление логотипа игры, которое отсылает нас к бразильским футболистам Неймару, Денилсону и Ромарио. И тем самым подтверждается еще один пункт из твита Кальвани, а именно то, что касается бразильского карнавала. До конца непонятно, что он из себя будет представлять, но что-то такое все-таки в игре, судя по всему, ожидается. И до начала следующего сезона уже стали новые футболисты, которые появятся в будущих паках. Это непосредственно новые карточки уже упомянутых бразильцев, а именно версия Неймара из 2016, когда он участвовал в Олимпиаде, новая эпическая карточка Денилсона и Ромарио. Также в базе данных появились актуальные игроки партнерских клубов, что скорее всего говорит о том, что нас ожидает продолжение биг-тайм игроков партнерских команд, по аналогии с Барселоной и Баварией, потому что были добавлены Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Рафаэль Ляо, Казимира, Ван Бисака, ну и остальные ребята. А это означает, что уже в ближайшее время мы скорее всего увидим их биг-тайм карточки с соответствующими бустами. Ну и что самое интересное, в игру после 9-летнего отсутствия возвращается Роберто Баджо. Итальянец уже появлялся в одной из частей PES, но это было лишь единожды, и после этого он больше никогда не светился ни в последующих частях PES, и уж тем более в eFootball. Он уже присутствует в базе данных, поэтому его появление это просто вопрос времени. Это все, что я хотел рассказать касаемо сегодняшнего обновления и предстоящего 4-го сезона. Думаю, через неделю мы встретимся, чтобы более предметно поговорить о наступившем 4-м сезоне. Ну а пока что наслаждаемся, в кавычках, всем тем контентом, который Konami для нас выкатили на эту неделю. Пишите в комментариях свои впечатления от обновления, а в целом пишите, хотите ли вы увидеть Роберто Баджо в своей команде, Неймара из 2016-го, в целом, что думаете на этот счет, будет интересно почитать. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр и вашу активность. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока!